Кажется, Никос Сафронов в свое время рассказывал довольно забавную историю, как он познакомился с одной из своих возлюбленных. И он говорил так: «Когда я первый раз увидел, я подумал: боже мой, какая же страшная женщина. А через 2 недели я уже резал из-за нее вены». И вот с одной стороны Никос Сафронов – личность творческая, то есть что с него взять, а с другой – что определяет такую высокую ценность женщины в глазах мужчины и что делает ее привлекательной, даже несмотря на явные недостатки внешности. Здесь есть 3 фактора. Но прежде чем я вам их назову, давайте начнем немного издалека. Какую самую частую ошибку женщины допускают в отношениях с мужчинами? Они очень верят мужским словам, но мало смотрят на действия и поступки. А когда мужчина видит, что женщина уже ему поверила, что она на эти слова повелась, у него уже нет стимула для того, чтобы в отношениях стараться. Причем это касается любых этапов отношений, что конфетно-букетного периода, что периода, когда отношения уже стабильные и устоявшиеся. Давайте разберем самые частые ошибки, которые случаются в отношениях. Ну, например, когда мужчина жене изменяет, много пьет, давно потерял работу, а новую не ищет. И женщина в какой-то момент говорит ему: слушай, я устала, давай разводиться. Или ставит ему ультиматум, или какое-то там последнее предупреждение. И мужчина в панике начинает говорить очень правильные, красивые слова о том, что: ой, прости, дай мне, пожалуйста, еще один шанс, я все осознал, сейчас все изменится, я буду все делать, вот увидишь. И женщина ему верит, потому что она уже привыкла доверять его словам, прощает его. А что дальше? Дальше ничего. Потому что зачем что-то делать, если тебя уже простили? И когда вы мужчине начинаете напоминать о его обещаниях, он раздражается. И у меня была клиентка, которой изменил муж. И она хотела от него уйти, но он как раз вот ее упросил простить его, дать ему второй шанс. Она поверила. А потом стало еще хуже, потому что муж вернулся к любовнице, а та женщина стала жене названивать, вмешиваться в их личную жизнь, в общем, трепать нервы. А что мужчина? А мужчина не при делах, потому что, девочки, разбирайтесь сами, это ваши женские проблемы. И вот так, девушки, происходит каждый раз, когда вы слишком верите мужским словам. Как должна была поступить та женщина, и как должны были бы поступить вы, если бы вы, не дай бог, оказались в такой ситуации? В таких ситуациях вам не нужно ничего мужчине давать авансом, потому что после этого обещания обычно не выполняются. Как нужно было поступить той женщине? Ей нужно было сказать: хорошо, дорогой, может быть, я готова тебя простить, дать второй шанс, но давай с тобой поступим иначе. Ты сначала будешь что-то делать, я увижу, что ты действительно стараешься ради меня, ради наших отношений, что ты действительно с той женщиной порвал. И когда я увижу хоть какие-то промежуточные результаты, тогда приходи, и, может быть, мы с тобой попробуем начать все сначала. Но вы же так не делаете. И я даже знаю почему. Потому что, во-первых, вы не хотите с мужчиной расставаться по разным причинам. Может быть, вы его любите или слишком дорожите, или не хотите разрушать семью. Во-вторых, вы боитесь, что у мужчины не хватит энтузиазма вот так вот вас добиваться. И когда, девушки, вы переживаете, что вы недостаточно ценны для мужчины, потому что, как вы там думаете, я недостаточно красивая, не слишком молодая, не очень привлекательная, не в этом дело. А дело в том, что мужчина вас не уважает. Потому что за что вас уважать? У вас нет ни внутреннего стержня, ни возможности за свои слова отвечать. То есть даже те ультиматумы, которые вы ставите, вы их не выполняете. А без уважения какие отношения? Какая любовь возможна вообще, если нет уважения? Таким образом, уважение – это первый фактор, который делает женщину ценной в мужских глазах. И давайте кратко пробежимся по основным моментам. Мужчина вас не ценит за то, что вы молодая, привлекательная, сексуальная, красивая и так далее. Он просто с вами спит, потому что вы позволяете, потому что ему это нравится. Мужчина вас не ценит за то, что вы хорошая хозяйка, вкусно готовите, создаете уют. Он этим пользуется. Мужчина не ценит вас за то, что вы даете ему любовь, поддержку, заботу. Он воспринимает это как должное.
И, кстати, правильно делает, потому что в нормальных отношениях изначально подразумевается, что мы будем друг друга любить и будем друг о друге заботиться. Иначе зачем вообще отношения нужны? То есть, как ни крути, уважение – это самое главное, что определяет вашу ценность. Когда мужчина вас уважает, он вас ценит. Но не только. Есть второй фактор. Мужчина ценит женщину, когда он видит, что она желанна для других мужчин и пользуется у них спросом. Это довольно скользкий момент, но тем не менее так устроена мужская психология. Потому что мужчина хочет больше всего в жизни? Ну, по крайней мере, одна из причин. Он хочет быть не хуже, а в чем-то и лучше других мужчин. И поэтому мальчики постоянно соревнуются, у кого там тачка круче, у кого яхта длиннее. И то же самое касается женщин. Вот заполучить женщину, которую хотят другие мужчины, а достается она тебе, вот это самый кайф. И, конечно, такая женщина для мужчины очень ценна. Особенно она будет продолжать для него представлять ценность, когда после свадьбы все равно будет пользоваться спросом у других мужчин. И поэтому разные специалисты по отношениям даже советуют некоторым женщинам создавать вокруг себя искусственный ажиотаж, искусственное мужское внимание, потому что иногда это срабатывает. Не для всех мужчин, не все мужчины на это ведутся, но иногда бывают вот действительно определенные результаты. Вы можете обладать чем-то одним, либо мужским уважением, либо спросом среди других мужчин, и уже вы будете ценны. Но если вы обладаете и тем, и другим, то считайте, что вот вы просто королева. Но есть и третий фактор, и он самый главный, и, конечно, о нем мало кто говорит, и мало кто помнит вообще. И когда я спрашиваю в своем блоге в Инстаграме: девчонки, напишите, пожалуйста, как вы считаете, что самое ценное для мужчины в женщине, вы с ответом затрудняетесь. Но иногда я слышу, точнее читаю от вас такую фразу о том, что самое главное для мужчины – то состояние, которое он рядом с женщиной испытывает. И судя по тому, что эта формулировка у вас достаточно стандартная, я подозреваю, что это не ваши собственные мысли. Что кто-то умный когда-то вбросил эту мысль в блогосферу, и теперь вы ее повторяете. И не то, чтобы эта фраза была неправильной, но вы же не понимаете, что на самом деле за ней стоит. Что такое состояние мужчины рядом с женщиной? Это же не просто то, что он чувствует себя счастливым, или то, что она его радует постоянно, как-то его вдохновляет. Это, конечно, тоже. Но это на втором месте. А на первом месте самое важное, когда женщина четко знает мужские потребности, попадает в них и их закрывает. И здесь мы должны развенчать идею женского всемогущества. То есть, какая бы классная, какая бы кайфовая женщина ни была, она не может быть ценной абсолютно для всех мужчин. Для какого-то мужчины она будет там королевой, там сверхценной, а другой просто пройдет мимо и скажет: ну, миленькая. И это абсолютно нормально, потому что мужчины очень разные, и потребности у них тоже очень разные. Например, какому-то мужчине важно, чтобы жена у него была хорошая хозяйка. Вот он приходит домой уставший, ему важно, чтобы жена принесла ему тапочки, разогрела борщ, спросила, как дела, и все. И он счастлив, и больше ничего не надо. Второму мужчине это абсолютно безразлично, как там жена готовит, вкусно, невкусно, уборка, не уборка, может домработницу нанять. Ему самое главное, чтобы жена его была молодая, сексуальная, привлекательная, чтобы мужики на нее смотрели, у них капали слюни, может быть, у него комплексы какие-то, неважно, вот его потребность. А третьему мужчине не важно ни первое, ни второе, ему главное, чтобы жена была его партнером, вот боевым товарищем, чтобы они вместе шли к каким-то своим жизненным целям. И все остальное ему не важно. Эти три фактора – уважение со стороны мужчины, ваш спрос среди мужского пола и то, умеете ли вы попадать в мужские потребности и закрывать их, это определяет вашу ценность как женщины. А теперь давайте поговорим о привлекательности. Не случайно я все равно начала с ценности, потому что когда мужчина вас уважает, когда он вас ценит, вы в любом случае кажетесь ему уже привлекательной. А когда женщина сама себя уважает, когда она четко осознает свою собственную самоценность, то она пребывает в уверенности в себе, и это тоже делает ее очень привлекательной. Но, к сожалению, большинство людей, и женщин в том числе, очень сильно зависит от мнения окружающих, что люди о них скажут, что подумают и так далее. А это в корне неверно, потому что наша самооценка и ощущение собственной ценности должны быть стабильны. Они не должны зависеть от внешних обстоятельств.
А вот у многих женщин, к сожалению, не так. И у вас, скорее всего, тоже не так. И этим многие мужчины совершенно бессовестно пользуются, потому что они пытаются женщину сделать уязвимой, удобной, покорной. Они говорят о том, что женщина должна быть слабой, о том, что должна подчиняться мужчине, мужчина – глава семьи и прочие вот такие их патриархальные штучки. А когда мужчина вас полностью прогнет под себя, сломает, вы сразу потеряете в его глазах и ценность, и уважение, и привлекательность. И после чего он от вас уйдет. Или просто задвинет куда-нибудь там на 10-й план. Вы будете очень долго после этого восстанавливаться. Поэтому, опять же, все крутится вокруг самоценности. Что это такое? Самоценность состоит из нескольких факторов. Первое, самое главное, это когда вы очень четко понимаете свои сильные стороны и свои достоинства, и когда вы одновременно принимаете свои недостатки и слабости. Причем принимаете как? То, что вы можете исправить, вы исправляете. То, что никак не поддается корректировке, потому что это свойство вашей натуры, значит, вы это принимаете и успокаиваетесь, и больше из-за этого не дергаетесь. Второй фактор. Когда у вас есть, опять же, четко поставлены жизненные цели, какие-то приоритеты, вы знаете, чего вы в жизни хотите, и вы к этому идете. И третий фактор. Когда, опять же, очень хорошо вы понимаете, как вы хотите жить, и вы своего жизненного пути придерживаетесь. Вот это определяет вашу самоценность. А когда вы уважаете сами себя, то вы увидите, как другие тоже начинают вас уважать. Когда вы увидите, что вы очень хорошо понимаете свою собственную ценность, вы увидите, что и другие тоже начинают вас ценить. А из всего этого и формируется женская привлекательность. Ну что, дорогие девушки, я надеюсь, что данная информация оказалась вам полезной. В любом случае мы к ней еще неоднократно вернемся. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу женской самоценности, осознаете ли вы ее для себя, пользуетесь ли вы спросом у мужчин, считаете ли вы себя привлекательной, ну и так далее. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!